Триллион долларов испарился в воздухе. Представьте себе, что акция компании S&P 500 внезапно становится дешевле жвачки. Звучит как безумие, но такое на самом деле было. В 2010 году американский фондовый рынок потерпел катастрофу, которая просто сожрала десятки тысяч личных капиталов за полчаса. Это был самый загадочный крах за всю историю финансового мира. И в этом видео я вскрою для вас загадочную правду. Чья же кнопка Sell похоронила десятки тысяч личных капиталов? И главное, может ли это повториться? Друзья, в сегодняшнем видео хочу показать вам еще одну не менее интересную торговую стратегию, которую придумал недавно, уже провел бэктестинги с ней. И хочу, чтобы вы тоже взяли ее на заметку. Нам понадобится 3 индикатора, вы видите их на экране. Акселератор-осциллятор — это индикатор ускорения. Настройки, пожалуйста, скопируйте такие, как у меня сейчас. Обязательно сделайте скрины. В индикаторе Aaron 22 период ставим. И вот такой тип. Можно немножко изменить его, чтобы было более наглядно. Сделать линии пожирнее. Теперь остается разобраться только в том, где искать сигналы. Смотрите, здесь мы будем отталкиваться от уровней, которые нам дают фракталы. Их удобно использовать именно так. Проводим от треугольничков уровень, получаем важные моменты Price Action. Здесь у нас пробой, но он требует подтверждения. Подтверждение мы берем по индикатору ускорения, выделяем его зеленую зону и в ней допустимо лонговать. Также подметим, что бычья полоса по Aaron была выше красной, то есть все совпало. Давайте обратную ситуацию также покажу вам. Надеюсь, что все понятно объясняю. Если нет, то напишите обязательно в комментариях. Выделяем зону по фракталам. Был пробой вниз. Дальше смотрим на индикатор ускорения. Он у нас красный. Все совпадает. И по Аарону красная линия находится тоже выше. Сигналы совпали, все четко, мы открываемся в шорт. Вот и вся суть, друзья. Настройки обязательно сохраняйте их. На этой валютной паре возможностей нет для трейдинга, поэтому сменю актив и начнем торговлю. Так, друзья, я на графике австралийский доллар к японской иене. Здесь открою сделочку в лонг и давайте объясню кратенько по стратегии. Есть у нас пробой ближайшего фрактала вверх. Отмечаем его вот здесь. Расценим его как верификатор для роста. Далее смотрим на индикатор ускорения, он у нас тоже зеленый, и есть зеленая полоса по Аарону, она тоже вверху. Дополнительный нюанс, который тоже можно взять во внимание, это пробой ключевого уровня, последнего, да, ключевого уровня вот здесь. То есть мы прямо на старте активного роста. Цена будет расти, я в этом уверен, со сделки ничего не произойдет. Ну а теперь давайте начнем, друзья. 6 мая 2010 года началось все, рынок рухнул, затем, кстати, резко восстановился. Это заняло всего 36 минут, при этом самые драматичные были 5 минут ближе к середине катастрофы. Как итог, миллиарды убытки, весь рынок в шоке, и никто не может сказать вообще, что это было. Тотальный ступор. Наверное, на пункт, но мы в плюсе. Окей, пока я буду рассказывать все детали этого финансового краха, мы просто продолжим свой разгон. Сегодня попробую разогнаться с 25 баксов. Актив данный 100% в бычьей стадии. Не вижу смысла пока менять новую пару. Я уверен в своем прогнозе. Давайте еще раз откроемся. И теперь уделим внимание хронологии событий. До 14:30 по нью-йоркскому времени рынок уже был нервным из-за долгого кризиса в Европе. При этом индекс Dow Jones был в минусе примерно на 2,5% в это время. В 14:32 началось обвальное падение. Все произошло невероятно быстро. За 5 последующих минут рынок достиг просто пика паники. Dow Jones потерял 600 пунктов. Сотни акций, включая гигантов вроде Procter & Gamble, Boston Beer Company, за несколько минут превратились вообще просто в пени. Они торговались по цене 1 цент или чуть выше. Фьючерсы на индексы E-mini S&P 500 ушли просто куда-то в небытие. А затем началось столь же стремительное восстановление. К концу дня Dow Jones отыграл почти все свои потери, но тысячи, повторяю, людей потеряли просто все, что можно было потерять. Сменю график и продолжим.
Рыночные катастрофы — это, конечно, увлекательно, интересно и загадочно, мы все это любим, но, пользуясь случаем, хочу пригласить вас в свой телеграм-канал. Он создан специально для тех ребят, которые ищут актуальную информацию в мире трейдинга уже сейчас. На ежедневной основе я публикую там классный контент и приглашаю вас принять участие также в моих проектах по торговле. Обязательно переходите и подписывайтесь, ссылки оставлены в описании. Я жду вас. Так, друзья, ничего более интересного не нашел, попробуем открыться, пока мы не так далеко ушли. Сделка лонг, давайте немного анализа. Для начала отмечаем уровень по фракталу. Я взял в расчет вот этот уровень, который сейчас пробит. Далее наблюдаю, в принципе, подтяжку всех свечей. Большие нижние тени на графике появляются. Индикатор ускорения у нас зеленый, линия Aaron зеленая вверху. В принципе, вот еще можно выделить такую тенденцию, как бы восходящий коридорчик. Здесь и здесь. Я думаю, что цена у нас пойдет примерно вот сюда. Но это мы узнаем, конечно, через минуту. Пока опцион отрабатывает экспирацию, небольшой спойлер. Эта катастрофа случилась из-за всего одного инвестиционного фонда – Waddle Reed. Они использовали алгоритм для хеджирования своего портфеля от рисков, и он должен был продать крупный пакет акций, но этот софт не учитывал время и торговал без остановки. У него не было стопа. Так, друзья, отлично. Сделка в плюсе. Давайте сменим график и продолжим. Вот это все и запустило цепную реакцию. Сейчас расскажу об этом более подробно. Друзья, ну какой-то рынок сегодня прям вяленький, ничего более интересного я не нашел. Откроюсь в лонг. Давайте объясню. Откроюсь в лонг. Давайте объясню почему. Мы фиксируем переход Аарона из красной в зеленый. Вот здесь было пересечение. Это случилось достаточно быстро. Потом индикатор ускорения у нас зеленый. Можно выявить вот такой вот краткосрочный тренд. Есть пробой по фракталу здесь. Есть пробой по фракталу здесь. Возможно, сейчас случится у нас отскок вот от этого уровня. И цена продолжит расти. Не советовал бы вам такое торговать. Но посмотрим. В общем, мы выяснили, что это одна из самых быстрых и деструктивных катастроф на рынке. А случилась она из-за непродуманного торгового бота, который слишком быстро увеличил предложение на рынке. То есть он буквально продал за несколько часов 4 миллиарда долларов акций. Друзья, эта ликвидность начала поглощать NFT-компании. То есть эта ликвидность начала поглощаться NFT-компаниями, которые занимались высокочастотным трейдингом. И их софт также дал сбой, который не был рассчитан на такой объем. В итоге вместе с падением рынка NFT-боты также начинали продавать то, что купили. Вот это и похоронило рынок. Давай поставим драму на паузу. Я уже в плюсе. Сменим график и продолжим. Так, друзья, рынок сегодня очень бычий, я продолжу лонговать. Мне очень важно, чтобы вы усвоили весь материал, который я вам говорю, поэтому давайте повторю сигналы. Первое, это индикатор ускорения здесь растет. Потом по Аарону у нас также есть рост. Новая свеча у нас открылась вот здесь с гэпом, это бычий сигнал 100%. По фракталам можно выделить несколько уровней. Вот этот зелененький был пробит, есть. И давайте выделим, наверное, уровень, до которого может пойти у нас цена. Вот сюда. Пока идет время, продолжим. То есть, что мы имеем? Одна из компаний выпускает на рынок просто безголового бота с 4 миллиардами в управлении. Другие компании также используют софт, который бездумно увеличивает и без того огромные продажи. Если продажи идут, да, то есть если на рынке не осталось покупателей, все сбежали, вышли в кэш, другими словами, рынок падает. Электронные системы, то есть, были настолько перегружены, что акции стали торговаться по абсурдным вообще ценам. 1 цент за акцию. Занавес, ребят. Я снова в плюсе. Меняем график. Давайте, очень хочется найти что-то прям по-настоящему стоящее сегодня. Ребят, рынок очень однообразен, мне ничего не получается интересного найти. Попробуйте отработать эту систему на новых графиках. Она работает практически на всех типах. Тут как бы опять лонг на красной свече, но все указывает на рост. Смотрите, индикатор ускорения есть, по Аарону у нас также рост, ключевой уровень по фракталу, мы сейчас от него оттолкнемся, и все. И продолжение роста, естественно, у нас пойдет. Логично. В общем, чем закончилась эта катастрофа? Конечно же, закупиться голубыми фишками за цент никто не дал. Эти сделки были позже признаны ошибочными и отменены биржами. При этом весь путь падения
действие алгоритма от инвестиционного бота и NFT-ботов никто не откатил назад. Люди лишились денег, понимаете? Огромные убытки и банкротство в этот день просто заполнили рынок. Суммарный ущерб от этого составил $1 триллион. Только вдумайтесь, тут можно передать привет всем убежденным инвесторам, которые так любят критиковать трейдинг. Как вам такие факты вообще? Фиксируем прибыль и снова готовимся к дальнейшему росту. Более акцентированного не случилось, поэтому я реинвестирую все и продолжу. Давайте на небольшом откатике вниз зайдем. В общем, это все вошло в историю как день скорби для многих участников торгов, и вообще сильно все это взорвало доверие к электронной высокочастотной торговле, как вы уже понимаете. А еще очень многие узнали, что на рынке бывает всякое, и никто не застрахован от подобных катаклизмов. Да, вот такие вот выводы были сделаны. То есть проводилось расследование, какие-то реформы делали, закручивались гайки, но нет никаких гарантий, и не стало гарантий, сейчас их нет, что это не повторится вновь. Сейчас на рынке как бы не боты, а уже нейросети. Уверен, что они есть у этих ребят с Уолл-стрит. Кто знает, как устоят наши сейчас с вами финансы в будущем. Ну а теперь давайте просто подумаем, так ли плох краткосрочный трейдинг вот в сравнении с инвестициями. Как минимум при таких обвалах я бы точно не потерял деньги, которые у меня сейчас есть на балансе. Я бы просто перестал торговать из-за волатильности. Деньги бы остались у меня на счету. Кстати, по поводу баланса, как видите, я снова расту. $1029, я их реинвестирую и планирую увеличить еще раз. Актив, кстати, начинает показывать наконец-то зеленые свечи, что для меня также верный знак, я в нужном месте. Слегка переведу дух. Это, кстати, навык, который недоступен инвесторам во время дампа. И снова открываю лонг. Ну и давайте еще один вывод сделаем. Прибыль на долгосрочных инвестициях, она как бы вполне достижима, но получить ее не так легко, как кажется. И дело тут не только в каких-то катастрофах, тут все, скорее всего, сводится к редкости. То есть просто есть времена, когда все растет, и ты получаешь прибыль. Но бывает так, что рынок входит в утомительный боковик и сжирает стоп-лоссы своими сквизами, пампами, дампами. Так что у инвесторов также полно подводных камней. Нет ни одного важного фактора в этом. Нет контроля за ситуацией. Мы же сейчас подводим анализ здесь и сейчас и входим в рынок. Забираем все на основе своего анализа, понимаете? Мы выбираем инструменты, оцениваем, отбираем идеальные ситуации, активы, и это окупается. А инвестор в это время просто, не знаю, смотрит на свой портфель, каждый раз надеясь, что очередной день принесет ему на баланс хотя бы там несколько центов. Моя прибыль, кстати, есть, вы можете ее оценить, $1492. Давайте финальную сделочку. Я уже морально к ней готов. Сигналы не меняются, все идет в лонг. Уровень, конечно, не пробит, поэтому вот на таком небольшом откатике опять лонг. Кстати, скажу вам в самом конце, зачем я вообще поднял эту тему. Сейчас очень модно инвестировать в токены, причем не только в биткоин, в альткоины еще кто-то инвестирует, во всякие щитки. Вот, но поверьте мне, фондовые биржи из США сделали вывод, и там вряд ли случится такой второй крах. А вот в крипте подобное происходит постоянно, потому что дампы для крипты это обычное явление, поэтому будьте, пожалуйста, осторожны. Это вот буквально ниша, где твоя монета может отвязаться от доллара и упасть в любой вообще абсолютно момент практически до нуля. Я не говорю, что инвестировать не стоит в крипту, напротив, я сам активно это делаю, но просто рекомендую вам также выбрать один из более надежных, наверное, вариантов торговли и сбережения своих средств. Накопления и сбережения. Буду надеяться, что вы к моим советам прислушаетесь. Так, друзья, ну что, прекрасно. Финальная сделка в плюсе. $2164 есть. Предлагаю подвести на этом итоге.
Ну что, друзья, теперь вы знаете, рынок — это не только график и цифры, это дикий океан, в котором есть свои особенности. Конечно, вы можете плыть на огромном круизном лайнере долгих инвестиций и все равно оказаться на дне, как было в 2010 году. А можете прыгнуть на быстрый катер вместе со мной и умчаться в свое прекрасное путешествие. В любом случае, надеюсь, что видео было для вас полезным, и вы заберете из него только пользу. Вам желаю побольше прибыльных сделок, обязательно подписывайтесь на мой канал. Прощаюсь с вами, до встречи, пока.